Добрый день, друзья! Месяц назад я снимал видео об этой орхидее. Было много откликов. И я обещал сделать еще одно видео, когда вот эта веточка раскроет свои цветочки, что я сейчас и делаю. Также я хочу остановиться на некоторых моментах, которые я упустил. Прежде всего, название этой орхидеи «Счастливая Валентина». Happy Валентина. Это, соответственно, вот такая вот форма цветов, расцветка и размер цветочка 10 сантиметров. Это так, для информации. Дальше. Когда вы покупаете свою первую орхидею, или не первую, важно обратить внимание на генетику. Когда я брал вот это растение, она была в маленьком горшочке, но она имела уже два цветоноса. Они были еще не выкинули цветы, но они были. И я увидел в ней потенциал. Вот результат. Поэтому генетика это важно. Если вы покупаете изначально больное растение, вам нужно будет время, чтобы его вылечить и потом в итоге что-то получить. Дальше. Почва. Обычно продается это растение в маленьких горшочках, где есть какая-то почва, и не советуют ее пересаживать, пока она еще цветет. В моем случае она зацветала, маленький горшочек, я не обращаю внимания на эти все рекомендации, аккуратненько все пересадил. Взял специальную, соответственно, почву и чуть больший горшок. Это уже третий, поэтому был еще промежуточный между ними. Почва должна быть специальная для орхидей. Это кора определенных деревьев. Аккуратненько сажаем, и оно счастливо растет. Важно и также иметь правильный горшок. Я считаю, что горшок должен быть прозрачным. В этом случае мы можем контролировать влажность и контролировать состояние корней. Но в то же время, я думаю, дополнительный свет, который проходит через эти стеночки, не будет лишним для тех же самых корней. Поэтому горшочек должен быть правильным, нужного размера, желательно прозрачным. В моем случае он двойной. Есть внутренняя часть с отверстиями внизу и есть наружная герметичная. Он вытаскивается. На поливе вы можете это все дело посмотреть. Для успешного выращивания орхидей нужно подходящее для нее место. Это растение нельзя ставить под прямые солнечные лучи на южном окне. В этом случае вы получите ожог листьев, они будут болеть, и в итоге растение может вообще умереть. У меня юг с этой стороны, очень высокие окна до пола. И растение вот это стоит не на окне, а в центре комнаты. И солнце на него практически не попадает. Только зимой, когда оно идет ниже по горизонту, оно освещает вот эти листики. В данном случае оно стоит практически целое лето без прямых солнечных лучей. Поэтому я считаю, что это растение можно выращивать и на северных окнах, и на восточных, и на западных. Полив. В предыдущем видео я говорил, что я поливаю где-то раз в недельку. Я думаю, я проанализировал то, что было, и вижу, что я немножко неправильно сказал. Вот прошло месяц с того времени, как я делал видео, за это время был один полив. Соответственно, где-то 2 недели летом, сейчас у меня идет полив, зимой еще реже. Как я определяю, пора ли поливать это растение? По его, конечно, состоянию. Первое. Если наши листики тугие, они не ввисают, они прочные, хорошо. Наши корни имеют слегка зеленоватый такой цвет, серо-зелененький, хорошо, полив не нужен. Мы можем видеть вот здесь на самом горшке, на нашем прозрачном, испарина такая вот есть. Это говорит о том, что влага еще есть в этой почве. Полив не нужен. Но здесь есть нюанс.
Если ваш горшочек очень маленького объема, он быстро высыхает. Поэтому ваш полив может быть и раз в неделю, и может и чаще, я не знаю. Зависит все от конкретных условий. Поэтому мы смотрим на состояние нашего растения. Мы смотрим на сами цветы. Вот эти первые по цветоносу цветы, если они начинают завядать, и они еще недолго стоят, скажем, прошел месяц и начали умирать, это ненормально. Возможно, не хватает или минералов, или же полива. С первого дня, когда я купил, я ничего не знал об этих цветах. Купил как подарок жене вот это растение. Но в итоге так получилось, что я ухаживаю за ним. И мне, в принципе, это нравится. С первого дня мне посоветовали удобрения, которым я пользуюсь до сего дня. Никаким другим я не пользовался, поэтому буду говорить только о том, о чем я знаю. Это мистер Цвет. Вот такое вот удобрение. Ссылочка, в принципе, будет в описании, где можно, в принципе, купить его. Я использую это удобрение постоянно. Цветет растение, не цветет, неважно. Один колпачок на полив вот этого растения. В принципе, можно немножко больше, но я не перекармливаю. Но в то же время ему, я думаю, достаточно, потому что оно отзывается хорошо, постоянно цветет. И я считаю, что это хорошее удобрение, стоит пользоваться. В этой организации там есть ряд разнообразных удобрений, и вы можете выбрать по своему вкусу. Кроме корневой подкормки, есть еще подкормки для листьев. Я использовал их раньше, сейчас у меня нету в наличии, поэтому только кормлю корни. Это я делал таким образом. После того, как я растение полил, все, водичка сбежала, поставил как бы на место. Потом беру вот этот поливизатор, они продаются, и опрыскаю все полностью листики. Цветы не опрыскиваю, только листья. Мне кажется, что это тоже, в принципе, неплохой. Такой же у меня был мистер Цвет. Думаю, надо купить. Бывает так, что цветонос как бы есть, но почечки не выкидывает. Стоит растение, уже вы смотрите какое-то время, и ничего не получается. Есть возможность пробудить вот эти почки спящие. Есть такая паста, цитокининовая паста. Она вот в таких вот тюбиках. Можно взять наш цветонос, скажем, первый желательно этой стороны или последний. Снимаем вот эту чешуечку легенько и тоненьким слоем намазываем вот эту пасту. Буквально через 10 дней у вас будет проклевываться в этом месте такое почечка, из которой будут развиваться цветочки. Много пасты налаживать не надо, потому что может быть вместо одного несколько. И это, если у вас растение слабенькое, оно может плохо к этому отнестись. Дальше. Это растение уже у меня 5 лет. Понятно, за это время были и механические повреждения, и какие-то болезни. Как я борюсь с этими вещами? Если это механическое повреждение, зацепили там во время полива или кот вас подрал этот цветок, и ваш листик начинает усыхать, сейчас подберем, может быть, у меня нету такого, но не важно. Вы видите, что от кончика вот как бы начинает желтеть, да? Вот здесь немножко желтизна есть. Ну, этому листику уже года, наверное, 2. И так она желтизна, это ничего страшного. Но если это начинает распространяться, как вот здесь было, я беру ножницы и отрезаю вот эту часть листика. Отрезаю по еще живому, как говорят. Для того, чтобы, если это какая-то бактерия, она не передалась, по крайней мере, если получится, не передалась дальше на цветок. Вот обрезал я вот эту часть, тоже, наверное, годика 2 назад, вот она засохла и таким образом стоит. Ну, немножко некрасиво, но вы спасли листик, который делает свое дело. Это что касается механических таких вот повреждений или каких-то болезней. Если вы видите, что листик усох, его надо удалить.
или цветонос отцвел, он торчит у вас, я просто вот отрезаю. Вот здесь можно посмотреть, сколько достал, я просто ножницами срезаю. Так, теперь что касается полива. Это растение в настоящее время не нуждается в поливе, поэтому я включу эпизод с поливом из прошлого видео, в принципе там все нормально. Разница только в том, что есть еще один вариант полива, можно заливать, если у вас такой двойной горшок, вы берете вот это удобрение или какое там у вас есть, размешиваете вот этот раствор и наливаете полное, прямо вот так вот, берете и заливаете. Водичка должна быть комнатной температуры. И в течение 10-15 минут она стоит. Потом вы это все дело вытаскиваете, сливаете воду. Воду надо слить полностью, чтобы там не оставалось, чтобы она не бежала. Поэтому пусть она сбежит, скапает, и потом уже вставляете вот эти горшки и ставьте на постоянное место ваш цветок. Значит, вытаскиваем внутреннюю часть с наружной. Здесь налита водичка. По уровню надо рассчитывать так, чтобы когда мы погрузим вот этот полностью горшок, скажем так, было полное. Добавляем удобрение, грамм 5 приблизительно. Все, после этого погружаем вот эту часть вот сюда. Обратите внимание, вот уровень водички практически полный. Ну и оставляем где-то минут на 15, на 20, чтобы грунт, а это кора в основном деревьев, напитался влагой, и она уже питала потом корни. После того, как пройдет 15 минут, вытаскиваем горшочек. Я обычно вот этой водичкой проливаю еще поверх корней, оно сбегает и выбегает через отверстия, которые есть в внутренней части горшка. Они внизу есть. Это я делаю так. Лучше это делать на улице, конечно. Летом, по крайней мере. Все. Теперь даем возможность сбежать водички, чтобы ее там не было. Для того, чтобы лучше она сбегала, стоит наклонить вот этот горшок. Вот так вот. Когда она полностью сбежит, вставляем вот эту внутреннюю часть в наружную. На этом все. Ну вот, скажем, и все. Рекомендации для мужчин. Я советую купить вашей подруге или жене вот такой цветок, за которым вы будете ухаживать. Мало того, что это красивое растение, и каждый раз, когда ваша половинка будет проходить мимо, она будет вспоминать о том, что вы подарили этот цветок. Еще и уход за ним необычайно прост. Поэтому я советую воспользоваться таким моментом и купить именно орхидею. Вы поразите их. Так, это орхидея неразделенная. Что это значит? Это значит, что я не отделял деток, когда они образовывались, и не разлучал от этого маточного корня. Чем это хорошо? Во-первых, это мощный и красивый куст. Если вы не собираетесь разводить это растение, то я думаю, что лучше оставить как есть. Они будут по очереди выбрасывать побеги, и ваше растение будет практически постоянно в цветах. Ведь мы этого и добиваемся.
вырастить красивое растение. В этом случае у меня здесь 5 деток. Первое было, вот она зацвело где-то месяца 2 назад. Теперь этот цветонос выбросил, вот он в течение месяца он выбросил еще, он добавит еще немножко цветов. И здесь я вижу еще будет один расти, но это чуть позже. У меня, к сожалению, не осталось видео, есть только фотки. Какая она была, я думаю, где-то около 3 лет назад. И было около 100 цветов. Она просто была необычайная. Посмотрите. Это, в принципе, все. Поэтому я желаю вам всем удачи. Заходите на мой канал, подписывайтесь. У меня еще есть много интересных цветов. И я буду время от времени их выставлять. Некоторые уже есть. Будем делать мир красивее. До свидания.